Слушай, вот есть такой вопрос, который меня реально зацепил. Александр Македонский, Наполеон, Чингисхан. Все они великие полководцы. Все они проигрывали битвы. Ну хоть раз, хоть одну. А теперь представь человека, который провел больше 100 сражений и не проиграл ни одного. Вообще ни одного. Такой человек существовал. И что самое странное, большинство людей вообще не знают, кто это. Его звали Халид ибн Валид, прозвище «Меч Аллаха». И я расскажу тебе не просто про его победы, я расскажу про то, как он умер, потому что именно это самое мощное во всей этой истории. Итак, Мекка, конец VI века. Племя Курейш. Семья знатная, отец – военный вождь. Халид с детства был просто другим. Быстрее всех, сильнее всех. В седле сидел лучше взрослых мужчин. Говорят, мог в юности одной рукой удержать лошадь на скаку. И это не легенда. Это то, что описывали люди, которые его знали лично. Отец с малых лет учил его военному делу. Верховая езда, копье, меч, тактика. Халид впитывал все это как губка. Его другом детства, кстати, был Умар ибн аль-Хаттаб. Тот самый, который потом стал вторым халифом. Вот такая компания подобралась. Но вот что интересно, первые годы своей карьеры Халид воевал против ислама. Да, против. В 625 году в битве при горе Ухуд именно он нанес поражение армии пророка Мухаммада. Зашел с фланга, переломил ход сражения. Единственный человек в истории, которого пророк не смог победить в бою. Вдумайся в это на секунду. Человек, который потом станет главным мечом ислама, сначала был его главным врагом. Прошло несколько лет. И в 627 году что-то в нем изменилось. Халид ибн Валид принял ислам. Сам. Никто его не заставлял. Приехал к пророку и сказал: «Я с вами». Пророк встретил его со словами: «Я знал, что такой человек не может не найти правильный путь». И вот тут началось то, что вошло в учебники военной истории. Первая большая битва. Мута. 629 год. И сразу такое, что в голове не укладывается. 3000 мусульман против 200 тысяч византийских солдат. Нет, это не опечатка. 1 к 70. 3 командира погибли один за другим, прямо в ходе боя. Армия в панике. Ну все, конец, казалось бы. И тут солдаты сами, никто не назначал, никакого приказа не было, потянулись к Халиду. Просто потому, что он единственный знал, что делать. Он перестроил армию прямо во время сражения, перекинул фланги, выводил отряды из-за холмов с новыми знаменами. Византийцы видели это и думали, что подошли свежие силы. Противник отступил. 3000 человек, 200 тысяч. И мусульмане ушли без разгрома. В тот день Халид сломал 9 мечей. 9. Один за другим, прямо в бою. Пророк, когда узнал об этом, сказал: «Халид Сайфуллах, меч Аллаха». Это прозвище прилипло к нему навсегда. Теперь про то, почему он был непобедим. Это не мистика, это конкретные вещи. Во-первых, он никогда не воевал по правилам. В то время битвы выглядели примерно так. Два войска строятся напротив, идут вперед, рубятся, пока кто-то не побежит. Все. Халид так не делал вообще никогда. Смотрел, где солнце встает, откуда ветер, где вода. Потому что все это – оружие, если умеешь им пользоваться. Он делил армию на несколько частей и атаковал с разных сторон одновременно. Враг просто не понимал, куда смотреть. И еще он умел принимать решения за секунды. Прямо в хаосе боя он видел момент и мгновенно перестраивался. Большинство полководцев той эпохи так не могли. В 633 году он воевал одновременно на востоке против Персидской империи и внутри страны против отступников. Побеждал там и там. В битве при Аль-Валадже применил двойной охват. Ударил по персам сразу с двух флангов одновременно. Персы не успели понять, что происходит. А потом был Дамаск. Великий, богатый город. Халид осадил его в 634 году. Начались переговоры, все затянулось. И пока одни ворота обсуждали условия, Халид тихо взял другие ворота и вошел в город с другой стороны. Когда защитники это поняли, все уже было кончено. Без резни жителям гарантировали безопасность, храма не тронули. Дамаск пал за один день. И, наконец, битва при Ярмуке в 636 году. Это вообще одна из самых важных битв в мировой истории. Мусульмане против Византийской империи. Огромные армии с обеих сторон. Халид заметил, что ветер меняется.
Дождался момента, когда пыль полетела в сторону врага, и отдал приказ атаковать. Византийцы буквально ничего не видели. Мусульмане вышли из пыли как тени. Империя потеряла Сирию за одно сражение. Современные военные академии и в России и на Западе до сих пор разбирают его тактику на занятиях. 14 веков прошло, а его методы все еще изучают. Но вот тут история делает неожиданный поворот. Халиф Умар, тот самый друг детства, снял Халида с командования в разгар побед, на пике карьеры. Не за предательство, не за провал, а потому что люди начали говорить про Халида с таким восхищением, которое Умара беспокоило. Слишком большая слава – это тоже опасно. Люди могут начать поклоняться человеку больше, чем Богу. И знаешь, что сделал Халид? Ничего. Принял. Без бунта, без обид. Сказал просто: «Я воевал ради Аллаха, а не ради должности». Стал обычным солдатом. Человек, который мог взять власть силой, выбрал смирение. А теперь про конец, ради которого я и начал этот рассказ. 642 год. Халид умирает. От болезни. В постели. Пришел старый друг. Сел рядом. Халид молча откинул одеяло и показал ему свое тело. Друг потом говорил, что не знал, куда смотреть. На теле не было места размером с ладонь без шрама. Каждый сантиметр – след от меча, стрелы или копья. Сотни битв. Вот они, все записаны на коже. И Халид сказал тихо: «Я искал смерти в 100 сражениях. Почему же я умираю здесь, в постели, как верблюд?» Это было не жалоба. Это было искреннее недоумение человека, который всю жизнь шел навстречу смерти, и смерть каждый раз отступала. Друг ответил ему: «Халид, пророк назвал тебя мечом Аллаха. Меч Аллаха не может быть сломан врагом, поэтому ты и не умер в бою. Аллах сберег тебя». Халид закрыл глаза и умер. Вот такая история. Человек, который не проиграл ни одной битвы за всю жизнь, умер тихо, в постели, от болезни. Его похоронили в Хомсе в Сирии. Мечеть стоит там до сих пор. Люди приходят туда до сегодняшнего дня. 14 веков прошло, а имя Меч Аллаха помнят так же, как будто это было вчера. Если тебя зацепила эта история, поставь лайк. Серьезно, это очень помогает каналу. Подписывайся. Дальше будет еще много таких людей, о которых мало кто знает. До встречи.